Путешествие на Борнео – это уникальная возможность увидеть редких животных в их естественной среде обитания. Здесь можно встретить обезьян-носачей, орангутанов, солнечных медведей и познакомиться с богатой экосистемой дождевых лесов. В этом видео я поделюсь опытом посещения заповедников и практическими советами о том, как лучше спланировать маршрут, чтобы получить максимум удовольствия и впечатлений. Обезьяны-носачи – эндемики острова Борнео. Их можно встретить во время речного круиза или, например, в соседнем Брунее. Но самое популярное место для знакомства с необычными обезьянами – заповедник Лабук-Бэй, расположенный в 38 километрах от города Сандакан на малайзийской части острова Борнео. Здесь носачей можно увидеть на расстоянии вытянутой руки. Фактически обезьяны живут в джунглях, а в определенные часы кормления приходят к платформам, куда и пускают посетителей. На территории заповедника две такие платформы со смотровыми площадками. Лучше приехать к 9:30 утра, чтобы застать период кормления на первой платформе, а затем пойти на вторую. Есть еще дневные часы кормления, но из-за жары может прийти не так много обезьян, как в утреннее время. Главным отличием носачей от остальных приматов является большой выразительный нос, который имеется только у самцов, и назначение которого до сих пор неизвестно. По одной из версий, он играет важную роль в коммуникации и привлечении самок. По другой версии, размер носа определяет статус самца в группе. Самцы, обладающие крупными носами, занимают более высокое положение среди сородичей. Носачи ведут дневной образ жизни, обитают в мангровых лесах и питаются листьями, фруктами и семенами. Они отличные пловцы, прыгающие в воду прямо с деревьев и умеющие преодолевать до 20 метров, двигаясь под водой. Из всех приматов они являются лучшими пловцами. Носачи являются социальными животными и живут группами, где есть как взрослые самцы, так и самки с детенышами. Из грустных новостей носачи находятся под угрозой исчезновения. Главной причиной считается вырубка лесов. Местные предприниматели вырубают джунгли и высаживают пальмовые плантации для добычи масла и последующей продажи. В итоге небольшой заповедник Лабук-Бэй на сегодняшний день одно из немногих доступных мест обитания для носачей. Считается, что деньги туристов от посещения заповедника идут на поддержание обезьян. Но на просторах интернета я читала, что владельцы этого центра и владельцы пальмовых плантаций одни и те же люди. В жизни носачи показались крайне дружелюбными. Они совершенно не стесняются демонстрировать свое достоинство и часто выбирают забавные позы для сидения, вытягивая лапки, как у балерины. Самым простым и удобным способом добраться до заповедника из города – это договориться с местным водителем такси. Но именно с обычным водителем такси, а не организованным трансфером от отеля или экскурсионного бюро. Разница в цене может отличаться кратно. Мы сторговались с местным водителем за 60 рингит туда-обратно без ожидания на месте. То есть водитель нас привез, оставил, уехал по своим делам и вернулся к оговоренному времени. В общей сложности мы провели порядка 3 часов в заповеднике, не считая времени на дорогу. Посередине между Лабук-Бэем и Сандаканом находится еще одна любопытная локация. Это центр реабилитации орангутанов Сипилок. Основная цель центра – реабилитация осиротевших или пострадавших орангутанов, которые были спасены из разрушенных лесов или незаконной торговли. Здесь животные проходят адаптацию, чтобы научиться выживать в дикой природе. После успешного прохождения реабилитационной программы орангутанов возвращают в их естественную среду обитания – джунгли. Осмотр центра также стоит начинать в 9:30 утра. В это время происходит кормление малышей и молодых особей. Адаптацию детенышей можно наблюдать из кондиционированного зала за стеклом. На специально огороженной снаружи площадке молодые орангутаны учатся важным навыкам, таким как лазание по деревьям, поиск пищи и социальное взаимодействие с другими особями. После освоения этих навыков орангутанов выпускают в джунгли. В 10 утра всех приглашают пройти на платформу кормления взрослых особей, которая находится уже на открытом воздухе. Здесь, в отличие от обезьян-носачей, процесс отличается. После некоторого ожидания и приготовлений мы видим, как из джунглей аккуратно выходит самка с детенышем и направляется к платформе.
После того, как она поела, приходит следующая особь. Интересно, конечно, что это не зоопарк, а живая природа. На этой платформе орангутанов кормят 2 раза в день одной и той же пищей. Это делают специально, чтобы еда приелась и появилось желание разнообразить рацион. Так орангутаны начинают самостоятельно искать пропитание в лесу. Если на платформу для кормежки из джунглей пришло мало орангутанов, это хороший признак, значит животные сами себя кормят и в людях не нуждаются. Мы видели всего 4 особи. Добраться до центра можно на такси через приложение Grab. Стоимость поездки обошлась нам в 20 рингит в одну сторону. Напротив центра реабилитации орангутанов находится Центр защиты солнечных медведей. Они также известны как бируанги или малайские медведи. Это самый маленький вид медведей в мире. Свое название они получили из-за характерного пятна на груди в форме полумесяца, которое напоминает восходящее солнце. Сегодня солнечные медведи находятся под угрозой исчезновения из-за браконьеров. На бируангов охотятся из-за целебных свойств их желчного пузыря, а лапы медведя считаются большим деликатесом. Хоть центр и считается защитным, нам показалось, что здесь медведям очень мало места, и они не очень хотели показываться людям. Если пройти 2 километра по дороге, то можно заглянуть в Центр исследования дождевых лесов. Он создан для того, чтобы познакомить посетителей с уникальной экосистемой тропических дождевых лесов, их биоразнообразием и важностью для планеты. Фактически центр оказался джунглями с пешеходными тропами для туристов. Главным маршрутом считаются подвесные мосты, которые позволяют посетителям исследовать лес на уровне верхушек деревьев, где обитает множество видов птиц, включая редких носорогов, крачек. Но стоит понимать, что это не зоопарк, а настоящие джунгли. Птичек надо выжидать, так просто они не летают стаями вокруг. Возможно, сюда стоит приходить в отдельный день с большим запасом времени и биноклем. Также здесь проводят ночные экскурсии, но подробности нужно узнавать отдельно. За пару часов прогулки нам удалось увидеть красивых птичек, бабочек, исполинские деревья и живого тукана очень близко, но, к сожалению, не успели его заснять. Во время нашего путешествия мы останавливались в ближайшем городе Сандакане и уже оттуда ездили осматривать достопримечательности. Но некоторые туристы предпочитают останавливаться прямо в Сипилоке. Здесь есть несколько отелей. Сам город Сандакан ничем не примечателен, но мы его выбрали из-за возможности остановиться в квартире, а не в отеле. Во все локации нам удалось добраться на такси по обычным ценам. До Носачей мы договаривались с водителем, чтобы он смог нас забрать из центра. А до орангутанов мы просто вызвали Grab как в одну, так и в другую сторону. Ожидание не заняло больше 5 минут. Не советую переплачивать за экскурсии, потому что по сути это просто организованный трансфер, отличающийся примерно в 10 раз от обычного такси. Всю остальную информацию рассказывают в центрах. По времени мы разбили локации на 2 дня. Один день отвели на Носачей, а другой на оставшиеся локации. Это логично, если руководствоваться логистикой.
Но если вам интересна роль орнитолога, то Центр исследования дождевых лесов стоит отложить на третий день посещения. Из всего Борнео носачи и орангутаны понравились больше всего. Наблюдать за животными в реальной жизни совсем не то же самое, что в зоопарке или по телевизору. Эмоции были через край, а от носачей мы вообще долго не могли оторваться. Такие они милахи. На этом у меня все. Если еще не видели, посмотрите плейлист по Малайзии. Там про самый большой цветок планеты и райские пляжи Борнео.